ту ночь ты взял с собой кусочек белого фетра. И после того, как убил Пенни, ты собрал немного ее крови. И теперь она высохла. Она твердая и крошится, будто печенье. И она все еще у тебя в кармане. Он не дожил и до 30, но успев сделать очень много, почти покорив Голливуд. Короткую вспышку славы артиста Антона Ельчина погасил нелепый несчастный случай. Таинственная смерть актера у дома под колесами своей машины в долине Сан-Фернандо шокировала всех его коллег. Антон Ельчин, уроженец Ленинграда, родился 11 марта 1989 года в семье фигуристов Виктора Ельчина и Ирины Кориной. Мальчик рос в семье, в которой каждый родственник мог вдохновить его на выбор будущей профессии. Родители были фигуристами, дедушка в молодости играл в футбол на довольно высоком уровне, а родной дядя являлся известным художником-иллюстратором. В общем, у парня было много возможностей проявить свои таланты. Но маленький Антон с детства был влюблен в кино. Он смотрел фильмы и каждый раз представлял, как бы он сыграл ту или иную полюбившуюся ему роль. С таким желанием он наверняка бы пробился на российские экраны. Да не судьба. Когда наступили пресловутые 90-е, его семья отправилась искать счастья в США. Свою мечту попасть в кино подросший Антон Ельчин принялся реализовывать уже на новой родине. Именно там юноша пришел на свой первый в жизни кастинг, именно там его заметили и начали предлагать первые роли. Ничего серьезного или хоть сколько бы значимого. Порой крошечные эпизоды, в которых Ельчин произносил всего несколько слов, но начало уже было положено. Ельчин твердо верил в свою счастливую звезду, в то, что однажды он станет знаменитым артистом. И судьба, поначалу удивлявшаяся наглости молодого актера, потихоньку начала уступать и позволила ему поймать за хвост свою удачу. Первые роли в кино актер получил в конце 90-х годов. По словам Антона, долгое время он хотел сыграть Гарри Поттера, но его так и не утвердили на эту роль. Дебютом для маленького актера стал сериал «Скорая помощь». Но первой картиной, после которой о Ельчике заговорили в мире большого кино, стал фильм «Доктор Хофф». Энергичного актера со временем заметили известные режиссеры, снимающие настоящие блокбастеры. В драме «Сердца в Атлантиде» Ельчин сыграл вместе с Энтони Хопкинсом. Ельчин снялся в таких знаменитых для Америки картинах, как «Альфа-Дог», «Проделки в колледже» и «Бобер». До красной голливудской дорожки ему еще было далеко, но его стали называть «восходящей звездой». А это уже было немало, тем более, что карьера Ельчина продолжала набирать обороты. Наибольшую популярность Антону принесла роль Павла Чехова в фильмах «Звездный путь» и «Стартрек. Возмездие». Ельчин произвел неизгладимое впечатление на режиссера. Сам актер объяснял, что они с командой хотели разрушить стереотип о русских в США. Кстати, Ельчин, хотя жил и работал в США, про места, в которых родился, не забывал. Тем более его возвращение в 2007 году в родной Санкт-Петербург было связано с работой. Его пригласили на одну из ролей в фильме «Ты и я», съемки которого проходили в разных странах, в том числе и в России, в северной столице. Позже Антон Ельчин с удовольствием вспоминал о том, как в перерывах между съемками просто бродил по знакомым с детства питерским улочкам и просто дышал сырым, но таким дорогим сердцу воздухом. Да, пожалуй, ностальгия присуща только русским людям. Даже тем русским, которые, казалось бы, навсегда уехали в другую страну, начав абсолютно новую жизнь. С 2011 года обаятельного кудрявого актера начали приглашать сниматься в драмах и красивых историях о любви. Кинолента «Как сумасшедший» с Ельчиным в главной роли, снятая на цифровую камеру, имела оглушительный успех. Антону Ельчину предсказывали в будущем мировую славу. Однако впереди еще предстояло немало сделать. Но судьба забрала у него эту возможность вместе с жизнью, отпустив всего-то 27 лет. Трагедия произошла
19 июня 2016 года. В то утро актер вышел из дома, сел в свой автомобиль и отправился на съемки. И вдруг, словно что-то вспомнив, круто развернулся и помчался обратно к дому. Скорее всего, забыл что-то важное. Оставив машину на небольшом спуске, Антон пешком направился к дому. Пока открывал ворота, не заметил, что автомобиль покатился с возвышенности. Угрозу Ельчин заметил лишь в самый последний момент, но среагировать уже не успел. Огромная машина припечатала человека к воротам. И как назло, кругом ни души. Никто сразу не заметил, что произошло, чтобы попытаться помочь. А потом уже было поздно. Друзья обнаружили Ельчина утром у его дома в Лос-Анджелесе. Причиной смерти звезды оказалась асфиксия. Конечно, потом было проведено расследование и рассматривались разные версии, включая криминальные. Мог ли кто-то совершить убийство, инсценировав несчастный случай? Если так, то что это? Чья-то месть, зависть или нечто иное из жизни артиста вне кино? Но в результате экспертиза показала, что это была всего лишь нелепая, трагическая случайность. Многие коллеги Ельчина не могли поверить, что его не стало. Линдси Лохан, Мила Йовович, Дакота Фаннинг, мексиканский режиссер Гильермо дель Торо тоже были шокированы, узнав о гибели Ельчина. Режиссер назвал Антона самым милым, скромным и талантливым парнем, которого можно встретить. Похороны голливудского актера состоялись 24 июня без лишней огласки и фотокамер. Его могила находится на знаменитом кладбище Hollywood Forever – Голливуд навсегда, расположенном на бульваре Санта-Моника. Здесь в основном похоронены люди, связанные с голливудской киноиндустрией.